Стоим, глазам не верим. На нас что-то идет ужасное. Особенно вот эта вот градовая штука. Вот эта вот светлая. Не знаем. Или стороной пройдет. Короче, та движется сюда, а та движется вот так. Маргарита пошла посмотреть. Говорит, огурцы не растут. Жука смотрю. Жука смотрит. Ну, жука я проходил, вроде нету. Вот мы как потравили. Кстати, нас в комментариях спрашивают, чем травили. Не помню. Говорит, не помнит. Но отрава такая, сколько? 30 дней, да? Да. Распад, да, 30 дней. Сходили сегодня к пчелам, поковырялись. Заливают они акацию. Акации немного, пока есть. Вот. Магазины оттягивают там, не знаю, успеют они залить, нет. Но оттянуть-то успеют. И, наверное, на этом акация закончится. Капуста растет. Капусту кто-то жрет. Вот, друзья, в Краснодарском крае, смотрите, земля жирная, классная, чернозем. Вот расти не хочу. Но у нас что не сгниет в огороде, то кто-нибудь сожрет. То есть Либо снизу, либо сверху. либо сгорит все на солнце, либо от дождей все сгниет, либо кто-нибудь пожрет. Каждый год не был, вот хоть даже вот за 5 лет ни одного года не было идеального. Постоянно какие-то, то град там, то еще что-то. Да. Нужно, конечно, плясать над этим всем. Где-то обрабатывать, где-то что-то. Если слишком сыро и много дождей, это фитофтора. Если жарко, все горит. Вот пишут комментарии, накройте Спанбондом. Вот посмотрите. Вы серьезно это пишете или просто шутите? Как вот это все накрыть спанбондом? Вы что? Это нереально просто. Да. Так что вырастет, то вырастет, как говорится. Вот такие дела у нас. Помидоры стоят, которые мы высаживали. Рассаду покупали нормально. Ну, потому что было прохладно и дождик был. 2 дня дождь лил. Да, нормально. Причем всё. сильный. Все растет. Шпинат уже скоро зацветет, его надо убирать, срезать. Картошку спрашивали, окучивали. Мы окучивали картошку, но земля твердая, сухая. Как могли, так окучили. Сейчас вот после дождя, может, помягче будет земля, может, я еще пройду окучу. Картошка уже зацветает. Ну, в принципе, все, что теперь с огородом. Надо полоть и еще раз полоть. Друзья, всем привет! Привет. Ровно 5 лет назад мы купили дом на хуторе Стуканов. Ну, дом и земельный участок 34 сотки. Мы сделали небольшую нарезку из старых видео, которые были сняты в первый год нашей жизни на хуторе. Когда еще Циля была, Вискас маленький, Альма. Давайте вместе посмотрим. Решили уехать из Москвы, купили дом на хуторе в Краснодарском крае. Ну и вот все, что осталось
от нашей кухни. Куча металлолома, который завтра отвезем, сдадим. Скоро будем заливать. Это Алабай, двухмесячный щенок. Зовут Альма. Да, Альмочка? Скажи привет. Вот такое чудовище нам принесли. Это, похоже, подкинули. Подкидыш, скорее всего. Маленький. Что с ним делать, мы не знаем. Такой красивый котик. Да, котик красивый. В рекламе Вискаса такой, да? Похожий. Да. Он уже к ее тарелке подошел. Но ему не по зубам, слишком большие эти гранулы. Лапой помордил ей раз. Это первый выгул наших утят. Давай гуляй, иди, траву жри. Мало. В субботу надо будет еще купить 10 утят и 10 гусят. Они мне что-то больше нравятся, чем куры. Куры тупые. 2 у нас закукарекали. Мы купили 5. Одна башкой мотает. 2 закукарекали. Непонятно, петухи это или куры. Вроде похоже на кур. Народ, делаем курятник. Зимой будем курочек здесь держать. Сейчас перенесем уток сюда. Потом осенью их чик и курочек сюда. Вискас обрезал чеснок и устал. На самом деле он упал с дивана и тут же заснул на том месте, куда упал. А тем временем, пока мы строим курятник, мелкий кот спит, балдеет. Я тут сверлю, пилю, ему пофигу. Погреб обложили блоками. Вот наша живность поехала на тачке. А Вискас смотрит, кого мы там привезли. Да, Вискас? Кого мы там привезли? А? Ну-ка залезь, проверь, кто там. Итак, этап номер 2. Наши друзья уже в телеге, и мы повезли наш зверинец в загон, который мы немножко не доделали, но сегодня крыша будет готова. Это баран и маленькая ярочка. Купили козу, чтобы бараны за ней ходили. Она их гоняет. Да, мы решили переоборудовать старую баню Мы теперь не моемся, как монголы. под курятник. Короче, вот такая песня. Не достроил я сарай для моих барашков. Да. Как завалило, прошел ураган. Я не знаю, как это назвать. Ураган, наверное. Ну, короче, работы мне прибавилось. Что тут говорить? Забору хана. Риткин огород. Ну, вроде бы цело так все. А также интернет наш накрылся. Антенну напополам сломала. Но эти вроде квадраты целы. Но сама палка теперь геморрой мне ковыряться. Операция по доению козы. Ты боишься ее? Всей деревней. Она чистенькая, беленькая, сейчас как черт будет грязная. Сиди, дитё тут. Он не залезет туда к курям. Да не, не она залезет. подперта. Пошли. Не, дитё, в этом дырку. Да нет, не залезем. А козлик такой уже. Наглеть Да. стал немножечко. Прыгает. Альма. красиво. Мальва, то есть мальва. Да. А вон бараны. Тупорылые.
Все, хватит. Стоят, головы спрятали друг под друга. Тихий августовский день. Гуси пошли гулять. Бараны все ближе к нашей кухне подбираются. Мы тем временем занимаемся фундаментом. Проливаем вон ту часть перед заливкой плиты. И монтируем трубы, канализацию и вход воды. И вот это все засыпется и будет навес. Но это будет позже. То, что сейчас вы видите, вот такой вот бардак, это все тут поднимется уровень, засыпется. Здесь будет навес вместо вот этого. И вот от этого сарая, ну как, Рита говорит, пусть это будет летняя кухня. Пока, временно, пока дом не Временно, построен. да, значит, ну, может быть, будет сарай над погребом, но туда она хочет в угол поставить плиту, потому что здесь готовить скоро будет вообще не вариант. Будет ветра, дождь, все. И тут поднимем уровень, сделаем навес. Тут уклон будет туда, у навеса будет уклон в противоположную сторону. Мы очень надеемся, что у нас как-то все это получится. И стол мы перенесем, который под тем навесом, мы его перенесем вот сюда. И ходить будет ближе. И хоть какой-то более капитальный навес будет, потому что вот это прям беда. Это у нас диван, на котором лежит зерно и комбикорм. А вот охранник спит, который зерно охраняет. Короче, тема такая, к соседке на огород коровы пробрались. Пастух бегает там, ругает их. Стоят, жрут. Рита пошла разгонять коров. Да, не хухры-мухры, початок сразу оттяпала. Ох, Полина Романовна узнает, сколько будет ругательных слов новых. Не знаю, что с ним делать. Зинаида Петровна, вставай, просыпайся. Ну, Хватит что ты, мать, спать. дай пока она лежит, я еще подвяжу. Господи. Зим, ну ты чё? Совсем запуталась. Господи, дуреха. Альма, давай следующих гони. Давай, молодец. Давай их, гони. Сейчас они меня снесут. Ты смотри, у нее получается. Она их загнала двоих. Все, Зинку развязала. Ой, папа запуталась. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Альма, твоя любовь лежит. Можно прям в засос. Что такое, а? Ну, Зина, Смотри, смотри, пальцы береги. все, развязала. Все, Альма, гони их домой. Давай, домой их гони. Давай, гони домой. Пошли, 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 пошли. Давай, выходи, давай, давай. Дима, иди давай. Давай, давай, давай. Курица отобрала у Вискаса еду. Да, Вискас? Кушал кашку, подошла курица. И что теперь делать, Вискас? Ты наелся хоть? Вот эта курица, она самая борзая, вылазит постоянно, где-то дырку находит. Сама по себе живет. Да, и ходит тут, гуляет целый день. Никого не боится, гоняет Вискаса. Смотри, полтарелки каши сожрала. Сейчас еще меня клюнет. А что, они все едят, куры? Да, Вискас? Бандиты. Два солдата из Трайбата заменяют экскаватор. Вот они, московские гастарбайтеры, приехавшие в Краснодарский край копать глину. Хорошо, что мы эту кучу, это из нашего погреба глина, мы ее не выкинули. Было много куч, которые выкинули, вот одну оставили. Сейчас она пригодилась. Тут мы сэкономим на песке
Ну, сверху мы песочек засыпем, но все равно мы сэкономим. Потому что несколько кубов мы все-таки глину сделаем. Не иди туда. Палата номер 6. И что ты делаешь? Вон Вискас идет и Макс. Маргарита, расскажи подписчикам и Вискасу, что сегодня будет на ужин? Я делаю котлеты, Ага. а Вискас тут трется, ходит. Вискас. Отстань, а то у меня сейчас все сгорит. А Вискас почуял мясо вроде бы. Вот он свой корм кошачий не ест, а ходит тут трется об меня. Миска просит. Ну и между делом играется с моими завязками. Да, Вискас? А? Что, сейчас посмотрим? Смотри, я тебе покажу, где Циля несется. Нет, это я видел, откуда она выскочила. Ты иди сюда, вот иди сюда. Смотри, сколько яиц там. 2, 4, 6, 8, 9 штук. Ух ты. Ничего себе. Ну-ка, фокус. Сейчас, фокус. Да, ничего себе, клад целый. Слушай, а там динозавры, наверное, в яйцах. Надо ей туда соломки подстелить, короче. Да, ты смотри. Обалдеть. Вот Циля, а? Да. Все в кладовочку. Нашли клад. В общем, купили мы черешню, 2 груши разных сортов и 2 абрикоса. Тоже, по-моему, да, разных. И 2 черных смородины. Но пока нам хватит. Кизил нам подписчик привез 3 куста. Там у нас вишня, крыжовник. И сейчас будем это сажать. Ну а сейчас мы можем за 5 лет жизни рассказать о своем опыте жизни в деревне. О плюсах, о минусах. О плюсах, о минусах. Многие планируют переезд в деревню. Романтика там, туда-сюда. О чем пожалели мы, Да. от чего в восторге. Да, на самом деле не все так гладко, как кажется вот в наших видео, да. Ну давайте начнем с минусов, наверное. Первый минус, самый большой и огромный, это то, что мы купили дом без газа. Все-таки хата старая, печка старая. Покупать дрова, друзья. Машина дров вот в прошлом году стоила 19 500. Зима была холодная. Это не колотых. Да, машины может не хватить. В общем, дрова это, конечно, хорошо, романтика, да, топить печку. Когда Но ты на дачу приехал, там Да. затопил баньку. Там, на выходные да. приехал, затопил. А чтобы постоянно жить, конечно, нужен газ. Во-первых, для тепла. Во-вторых, газ нужен для подогрева воды. Да? Потому что у нас мы подогреваем бойлерами. И у нас электричества не хватает. У нас 5 киловатт, и нам этого не хватает для нашего дома. А сейчас еще сделали нормативы, то есть мы имеем право там использовать по нормальной цене 1000 киловатт, а то, что выше 1000, мы уже платим больше. Вот, поэтому это первая большая ошибка, что мы не купили дом с газом. Вторая ошибка – это то, что мы не подключили электричество по льготной цене, когда это было можно, не добавили себе еще киловатт. А сейчас это стоит очень дорого. 1 киловатт 6200. Я еще не знаю, сколько там работа у них стоит, чтобы провода тянуть. В общем, чтобы нам 5 киловатт подключить еще, это где-то, наверное, 1050 будет, может больше. Мы даже не узнавали, ну, пока нам не до этого. У нас дом строится. Еще какие минусы? Отсутствие дорог. На нашем хуторе никто ничего не делает, потому что мы администрации не нужны. Маленький населенный пункт, тут сколько у нас, 15 дворов, да? 15 жилых дворов, да. И у нас никто ничего не делает.
У нас на хуторе нет магазинов. У нас маршрутка ходит раз в неделю. Когда мы сюда приехали, она ходила каждый день. Причем 2 раза. Да. Ну и, естественно, медицина. Даже в Отрадной она оставляет желать лучшего. То есть за хорошей медициной надо ехать в большой город. Естественно, если ты молодой, пока молодой, тебе все равно. А вот когда уже припекает, как говорится, то хорошо жить возле большого города. Поэтому... еще что? Еще не купить ничего, что надо. Смотри. Дорог нет. Дороги раздолбанные. Вот тут, если ливень прошел, все. У меня даже летом машину таскает вот так по дороге около нас. Дальше на хуторе уже там, там хорошо. Там пошире, а у нас дорога узкая. Копали воду и, считай, по дороге прокопали. Вся эта земля, она как бы такая вот. Что еще? Ну, то, что свет отрубают, в принципе, не так часто его отрубают. Хотя последние 2 дня Ну да, как отрубали. чуть какая-то непогода, отключают электричество. Такое ощущение, вот дождик пошел, отключают электричество. Такое ощущение, что у них провода раскисают от дождя. Не знаю. Ну, насчет воды жаловаться, что ее нет, ее, в принципе, по Краснодарскому краю, ее там-сям везде Нет, но последнее отключают. время вода есть. Она как бы, ее летом бывает, она заканчивается, потому что у нас Жара когда башня, народ поливать да, все начинает. поливают, естественно, она заканчивается. Но там, когда она появляется, всегда можно набрать. Нет такого сейчас, нет такого, что там по несколько дней нет воды. Вода, в принципе, есть. Интернет. Интернет. У нас здесь вообще нет связи. Как бы она есть вокруг, но так как мы находимся между холмов, в низине хутор, у нас связь поверх проходит, то есть к нам не добивает. Нам пришлось Нету ставить... покрытия. Да, пришлось ставить антенну, с интернетом, конечно же, беда. А мобильной связи у нас нет. Нам можно позвонить только по WhatsApp, по интернету. Поэтому если какая-то работа, например, та же удаленка, то без интернета это не вариант, без связи. Даже с нашим интернетом это не вариант, потому что то хорошая связь, то плохая, волны плавают как-то Бывает, видео на YouTube грузишь, что быстро, то сутки может грузиться. Телек включил, все, можно роутер перезагружать, Да. перерегистрироваться. в сети. Связь. Ну, естественно, дефицит товаров. То есть, если тебе что-то нужно, мы искали удлиненные эти держатели, как их, для потолка эти. Эти прямые подвесы. Подвесы, да. Нам нужны были удлиненные, здесь их нет. Что-то такое из товаров нормальное здесь нет. То есть ни в Отрадной нет. Сюда привозят все самое дешевое и выбора особо нет. Если что-то тебе нужно купить, то, что тебе нужно, то это надо ехать в большой город. Либо заказывать через интернет, Да. что дороже получается. Так что друзья, о минусах мы вам рассказали. Мы ни в коем случае не жалуемся. Мы вам рассказали, какие минусы жизни на глухом хуторе вдали от цивилизации. На полузаброшенном Да, хуторе. если вы планируете переезд в деревню, да, здесь у нас хорошо, потому что здесь нет народу, здесь свободно дышится, здесь тихо, хорошо, то есть... Справа соседа нет, Да, слева соседа всё нет, сзади прекрасно. соседа нет, напротив соседа нет. Даже, Уже хорошо. даже если есть соседи, то все равно здесь тихо, это не станица. Да? Если вы планируете переезд в деревню, подумайте над тем, что мы сказали. Далее, работа. Где работать в деревне? В Отрадной есть мебельные фабрики, можно устроиться. Можно пойти в магазин в какой-то продавцом. Это что из такой работы. Я частенько вижу объявления, там требуется продавец, да. туда-сюда. Это работа, она невысоко оплачиваемая, скажем так. Работа в интернете. Может, кто-то хочет уехать в деревню и работать на удаленке. Друзья, чтобы работать на удаленке, нужно быть хорошим специалистом в какой-то области, чтобы хорошо зарабатывать на удаленке. Например, бухгалтер может взять несколько ИПшников, несколько фирм, ввести их и на этом зарабатывать. Но когда ты работаешь на удаленке, ты должен быть за компьютером с утра и до вечера. Даже если, например, у нас был когда бизнес, я работала с менеджером, с поставщиком с нашим. Она работала из дома менеджер. И она должна сидеть за компьютером с 9 утра до 6 вечера строго. То есть ты никуда не выйдешь, не отойдешь, ты должен быть всегда на связи. Это удаленка. Просто, как говорят, работа в интернете. Как работа в интернете? Если добавлять какие-то карточки на Озон, много ты не заработаешь.
То есть удаленка тоже. Ну, если вы уже работаете на удаленке, то да, пожалуйста, можно переехать в деревню и работать на удаленке. Дальше. В деревне без денег делать нечего. Если вы планируете переезд в деревню, у вас должна быть подушка безопасности, какие-то деньги, которые вы потратите, а потом вы будете искать способы заработка. Потому что вот я буду выращивать курочек, я буду козочек куплю, коровок куплю и буду на этом зарабатывать. Нет. Вы на этом много не заработаете, во-первых. Во-вторых, чтобы хорошо зарабатывать на курочках, на козочках, на коровках, должно быть огромное хозяйство, ну, чтобы нормально зарабатывать, да. А во-вторых, самое сложное – это сбыт. Найти сбыт не так-то просто. Сбыт можно найти, если ты живешь недалеко от Москвы, недалеко от Краснодара, от Новосибирска, от Казани, вот от больших городов. Можно найти сбыт. Здесь со сбытом сложно. Ну и для себя даже хозяйство держать, это нужны деньги, потому что их нужно всех кормить, какие-то лекарства покупать. Если у тебя нет паев, то ты много тут Да. ни баранов, ни коз не Выгоды от заведешь. своего хозяйства никакой, потому что их надо кормить. Вот, например, свиньи. Вот буду держать свиней, буду продавать мясо, на этом жить. Чтобы жить от продажи свиного мяса, нужно как минимум 20, наверное, свиней, если не больше. Но эти 20 свиней нужно накормить, дать какие-то витаминки, какие-то от глистов, там то, сё. Лекарства сейчас тоже для животных не дешевые. Корма не дешевые. Поэтому, в принципе, ты ничего и не заработаешь. Ну, может быть, там какая-то маржа у тебя будет небольшая на хлеб и пачку масла, как говорится. Вот. Поэтому, чтобы жить в деревне, можно держать хозяйство для себя чисто, чтобы оно было. Ну, это не особо выгодно, да? Ну вот тоже про коров говорят, там вот типа коров там держать. Чтобы держать коров, надо где-то разгуляться им, пастись. Ну ладно, летом пасти, а на зиму сено покупать. Да, Коровы-то да. едят много. Коз, если держать, им тоже надо сено покупать или самому заготавливать. То есть, ну, не так все просто с хозяйством. И еще вот эта деревенская романтика, если вы купили дом, вот типа как мы, такой, который в доме нет ни горячей воды, ни санузла, ничего. Романтика проходит с наступлением холодов. То есть, Туалет, как типа сортир. да, как начинается зима, вся эта, если вы первый год живете, вот так, вся эта деревенская романтика улетучивается. То есть нужно перезимовать, а потом уже будет понятно, подходит вам деревня или нет. Ну и, конечно же, мы, когда переезжали сюда на хутор, у нас за спиной остался тыл, да, это квартира в Москве, которую мы, кстати, сдаем, это тоже доход считается пассивный. Но если продать свое жилье и уехать на совсем вот в такую глухую деревню, то, ну не знаю, я бы не рискнула, наверное. В станицу норм. В станицу, Сюда да. на хутор, да. Если планировать жить уже на совсем, то это покупать дом в станице, недалеко от большого города, ну или как, ну Армавир, Краснодар, вот если смотреть на Краснодарский край, да, там Кропоткин, ну вот такие места, чтобы, ну... В Краснодарском крае 3 больших города. Это Краснодар, Сочи, Армавир. Сочи. Ну, Сочи я не рассматриваю, там я не знаю, сколько денег надо, чтобы что-то купить. Там, наверное, такая хата, как у нас, будет пару миллионов стоить, если не дороже. Вот. Поэтому, да, нужно, короче, подходить к этому с умом. Ну и не жалеем ли мы, что уехали из Москвы? Ты жалеешь, Алик? Нет. Я тоже не Я жалею, что мы мало домов просмотрели. Да. Был карантин, и особо не поездишь. Ну, короче, Маргарита говорила, лучше не ездить, а Ну то, да. говорит, в обсервацию нас там Писали туда-сюда. какие-то ужастики там, что ездить нельзя, в общем. Но мы нашли, что на Авито приехали и сразу и В остались. принципе, место понравилось. Да, место хорошее, но вот то, что нет газа, это большой, огромный минус. Климат. Климат, честно сказать, мы ожидали лучшего. Мы думали, будет теплее. Да, мы думали, будет юг. Да, но мы как бы вот в предгорье находимся, да, здесь прохладнее, чем в Краснодаре в том же. Поэтому климат нам бы хотелось потеплее. Мы не боимся жары, друзья, мы боимся холода. Особенно зимой климат нас не устраивает. Да. Вообще не, вот меня просто не устраивает.
Ночи холодные. Да здесь Как и летом только солнце село, уже все. холодно. В Москве теплее. Да. Вот. Здесь холоднее. Здесь и летом ночи холодные. Так что такие итоги нашей А подожди, а жизни. по плюсам же мы... По плюсам. Ну, Это говори вот- по плюсам. Ну, ты хотела там что-то по плюсам сказать. Ну, Ну, плюс это то, что природа. Ну, свобода, природа, Свобода, да, нет соседей. чистый воздух, свои продукты. Рядом у нас Частично. Кавказские минеральные воды, курорты. Недалеко до того же Дагестана горы, если вот Архыз горы. До моря, в принципе, у нас 300. Короче, рядом Северный Кавказ, недалеко до моря, потому что, например, из Москвы до моря ехать это целая история. Хоть на машине, хоть на поезде. Ну, даже на съездить на, самолете. море в Батуми тоже нам не так уж далеко, в принципе. Меньше 1000 Вообще весь километров. Кавказ как бы он Кавказ, тут вот рядом. он рядом, да. В этом плане, да, хорошо. Мы можем в любое время сесть, поехать там в Архыз съездить, еще куда-то, в Кисловодск, Минводы. В любое место. Так, что-то собаки возбудились у нас. Кабан, Несси. кабан, сюда иди. Это тебе- Так что да, друзья, это плюсы. Ну, конечно же, чистый воздух. Здесь, в Отрадненском районе, нет никаких вредных производств. Единственное, что вот вокруг поля фермеры льют гадость всякую. Да, это да. А так, все нас устраивает. Но, скорее всего, мы здесь не останемся насовсем, потому что нужно жилье с газом. Все-таки газ – это большое дело. Жить надо с удобством. Да, мы как-то вот, жили, а потом бац, нам нормативы на электричество ввели, и что? Будем платить больше. А мы только электричеством отапливаемся, электричеством воду нагреваем и прочее, прочее. Вот. Ну, пока мы здесь на хуторе, пока мы не уезжаем, но будем думать о доме с газом. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, постараемся ответить. У нас все. Всем пока. Пока.